Приветствую вас, друзья, в творческой студии Елены Тюриной. Так, продолжаем. Это моя двоюродная сестренка Аня. Это она же. Очень подвижный ребенок, активный. Сейчас она уже выросла. Это сын массажистки бабушки. Одногруппники Азат и Фанис. Сидят, что-то обсуждают. Но Геннадий Федорович Макаров, который проверял у меня наброски, он сказал вот так вот: будет лучше. Вот Фанис, Гараев Фанис сидит. Это Ольга. Были одеты в японочек и готовились мы к посвящению нас в художники на первом курсе. Посвящение это проводили обычно старший курс, который должен был выпускаться. Очень интересно организованные театральные действия. Каждый год это было по-разному. Это из соседней группы, из девочек, художников, педагогов. Такой вот более живой набросок. А это моя подруга Юля. Видимо, мы когда отдыхали у меня на даче. Это Юля за работой. У нас была летняя практика. И вот мы отдыхали и работали. Это Юля, видимо, загорает. Принимает солнечные ванны. Это тоже Юля. И опять она лежит, может быть, лежит на раскладушке, отдыхает в летнюю жару. Мы же не могли постоянно рисовать. Нам нужно было немножко отдыхать. Это вновь Оля. Вот интересно, если Оля меня с Юлей видит, вспомнят ли они эти наброски? А ведь этим наброскам, сами посчитайте, сколько им лет. Это где-то 93-94 год. Больше 30, получается, лет. 30 лет наброскам. Этот набросок выполнен кисточкой и акварельной краской. Можно и так. И опять моя любимая ручка. Прям очень узнаваемая Оля. Вот почему-то вот я любила такие наброски делать вначале. Уже потом, если вы посмотрите наброски 3-4 курса, они совершенно другие. Это Оля у нас за перекусом. Это Гузель. Была очень красивая в группе девушка по имени Гузель. Где она сейчас, я сказать затрудняюсь. Мы как-то потеряли связь. Она переехала из Казани, вышла замуж. Так, это Оля переобувается. Это моя сестренка Аня. Вот в этих набросках уже есть некое движение, появилось.
И этот набросок отмечен галочкой. Геннадий Федорович сказал, одобряет. Мы приносили целую стопку набросков. И, конечно же, наши педагоги отбрасывали многие наброски. Эти наброски впоследствии выставлялись нами. Сейчас я отберу наброски, которые были более ранними. Так. Вот это вот Юля сидит и тоже делает наброски. Ну, а я рисую Юлю. Вот этот набросок на каком-то клочке специальной крафтовой бумаги. Она такая шероховатая. Раньше такая была, продавалась в целых пачках. Это я рисовала одногруппников на нашем перерыве. Сейчас даже скажу, кто. Вот это вот точно Гузель. Это Оля. Не знаю точно, кто остальные две. Я уже не помню. Они что-то стоят, обсуждают. Ну вот, а я занимаюсь делом. Вот Оля. Моя подруга. Дома я рисовала отца. Мне отец любил сидеть в таких позах. Дальше на даче я делала зарисовки детей. Это соседские дети на пляже. Сидишь так в лодке и зарисовываешь то, что видишь. Дети всегда ковырялись в песочке. Особенно любили ковыряться в мокром песку. И строить волшебные замки из песка. Это я дома рисовала маму за работой. Мама у меня постоянно что-то шила, что-то ремонтировала из одежды. Ну, вот это наша обстановка в большой комнате. И машинка тут механическая. Ну, дальше пойдут более осознанные наброски. Наверное, это уже второй, третий курс. Нет, здесь есть первый курс наброски. Вот. Это первая моя натурщица. Когда мы пришли в аудиторию 5-го курса художников-педагогов, где у них организовывались часы набросков по каким-то определенным дням. Вот приходила оплачиваемая модель. Девушка позировала в купальнике. Это тоже эта же девушка. И вот мы должны были за какое-то время сделать очень много набросков. Мы соревновались, кто сколько сделал набросков. Это уже был мягкий карандаш. Девушку просили садиться в разные позы. Очень полезная тренировка. Рисовать в различных ракурсах человека. Вот это та же самая девушка в купальнике. Но тут уже было осознание такой цельности фигуры стоящей, твердо стоящей на ногах. Фигура никуда не заваливалась. Ну и определялись какие-то важные моменты. Видите? Вот такой вот приходил натурщик.
Натурщика я что-то не помню. Возможно, это кто-то из наших даже был одногруппников, так как у нас нужно было обязательно позировать хоть один раз для студентов, и это тоже оплачивалось, просто, видимо, не могли найти подходящую натуру на определенные часы, и когда не было натуры, то натурой становился студент. Конечно, он пропускал свои занятия. Вот та же самая девушка в купальнике. Вот этот набросок очень живой. Тут можно проследить весь поиск моей мысли.